Здорово, народ! Сегодня я лично на себе протестировал 8 пар обуви для того, чтобы определить, влияет ли обувь на высоту прыжка. Что из этого получилось, вы сейчас узнаете. Поехали! За день до этого видео я выложил фотографию в своей группе ВКонтакте всей этой обуви, которая будет сегодня участвовать в тесте. Но единственное, я немного схитрил. Помимо всего того, что было в кадре и сюрприза в коробке, я еще прыгал в желтых тапочках. Мне прям очень сильно хотелось проверить, вообще есть ли разница. Босиком я не стал рисковать, там покрытие не совсем удобное, носки скользят, можно было прыгать с коврика, но все-таки я немного хотя бы пожалел свои ноги и решил это сделать просто в тапочках. Честно, результат меня шокировал. Многие уже, наверное, догадываются, какой результат будет, но немножечко, так сказать, потянем, и скоро вы узнаете сами, что из этого получилось. Прежде чем перейти к результатам, сами себе ответьте на этот вопрос, влияют ли кроссовки на высоту прыжка. Сейчас преимущественно с места. С разбега, к сожалению, я не стал тестировать, потому что у меня получилось и без того 24 прыжка с места. То есть каждая пара была протестирована на 3 попытки максимально высокого вертикального прыжка. Я реально запарился. Хотел попытаться все-таки с разбега, но понимал, что уже выносливость будет, наверное, к последней паре очень сильно сходить на нет. И как бы лучше я перенесу этот тест на следующий раз и протестирую уже также на свежачка, но только преимущественно вертикально вверх с разбега. Но начну я в той последовательности, в которой я тестировал, собственно, саму обувь. И первыми у нас были на тесте желтые тапочки, о которых я только что рассказывал. Результаты вы видите сейчас на своих экранах. И лучшая точка касания у нас получилась 330 сантиметров в тапочках. Это офигительные тапочки. Очень легкие, никакой шнуровки, идеальная пятка, аэродинамика и сцепление. В общем, что я могу сказать, 330 в тапочках с места, шикарный результат, я правда не ожидал, я думал все-таки будет хотя бы 20 с чем-то, 20-25, но нет. 330. Следующими на тесте были мои самые любимые кроссовки из прошлого. Это единственные кроссовки, которые у меня из-за границы мне привезли, подарили их. Я до сих пор счастлив, что они у меня есть. И именно эти кроссовки были на самом первом моем видео на YouTube, где я прыгал 315 сантиметров в длину с разбега. И это кроссовки Reebok. К сожалению, их сейчас уже нигде не найти. Даже название их нормально я вытащить не смог. Все, что есть, это, видимо, система амортизации Hex Ride. Действительно, очень хорошие кроссовки по тем временам, я еще прыгал в них в 2010 году. Но сегодня на тренировке я умудрился повредить себе бедро, потому что, в общем, посмотрите просто, как они держат покрытие. На самом деле это как бы не косяк производителя, я просто за 8 лет, я, наверное, лет 6 в них занимался, я их просто стоптал в хлам. Потому что сначала я занимался на резине, и на резине я бы, наверное, сейчас даже с удовольствием в них попрыгал, побегал. Но после, когда я пришел на асфальт, так как не было возможности заниматься в зале, я их стер в хлам. То есть от подошвы у них, наверное, вообще ничего не осталось, они прям такие ровненькие, гладенькие стали. И результат данных кроссовок, вы не поверите, 330 сантиметров. Ровно такой же, как у тапочек. Ну и, собственно, возникает вопрос, есть ли смысл переплачивать, если можно играть в тапочках. Нет, конечно, это сарказм. В любом случае, любые кроссовки будут лучше моих желтых тапочек, но они будут, конечно, дороже. Это тапочки был просто экспромт. Ни в коем случае никому не советую заниматься чем-либо в тапочках. Волейболом или баскетболом. Это прям был просто фан. Следующие на тесте были мои штангетки. Производство Adidas. И результат для меня был предсказуем. Я понимал, что они будут иметь высоту ниже, чем мои кроссовки. Потому что подошва у них фактически не гнется, если, конечно, совсем постараться. Но, как таковая, она очень жесткая, и это, собственно, создавало небольшой дискомфорт при прыжке. Итого результат 328 сантиметров. На 2 сантиметра ниже, чем мои желтые тапочки. Ну и, собственно, остались все те модели, ради которых я и проводил этот тест. Мои волейбольные кроссовки Asics Gale Sensei. Я уже ранее говорил, кроссовки отличные. Если вы хотите заниматься волейболом, я бы прям посоветовал рассмотреть этот вариант. К сожалению, Mizuno у меня до сих пор не было возможности попрыгать, вообще даже хотя бы хоть раз их одеть. Но из того, что я действительно сейчас сам носил,
Они мне очень нравятся, и для волейбола я их рекомендую. Для баскетбола, наверное, нет, все-таки тут буду склоняться в сторону гиперданков. Но волейбольные кроссовки отличные. Итак, результат данных кроссовок 331 сантиметр. Сказать, что я удивлен, равноценно, что ничего не сказать. Если учитывать, что в данных кроссовках, наверное, подошва порядка 2 сантиметров, то они проиграли моим тапочкам. Как вы понимаете, это только 4-я обувь на тесте, но уже можно сделать небольшие выводы, влияют ли кроссовки на высоту прыжка. Следующими кроссовками были гиперданки 2014 года. Угадайте, какой результат? И снова у нас с вами 330 сантиметров. В ходе этого теста я заметил, точнее, наверное, провел для себя такую параллель. Ребята, постарайтесь выбирать обувь более-менее качественную. Я сейчас не говорю за кроссовки за 1000 рублей. Но все-таки известных производителей, чтобы было хорошее сцепление с покрытием. Сегодня я в своих рибоках умудрился подвернуть бедро. Последний раз я такую травму получал, наверное, лет 8-10 назад, когда занимался в обуви, которая, действительно не держала паркет, и когда ты пытаешься бежать, втыкаешься, у тебя нога первую секунду проскальзывает, но потом все равно ловит сцепление. Получается, голеностоп успевает справиться, а в бедре бывает некоторый дискомфорт. В итоге, в середине своего теста, когда я был в рибоковских кроссовках, я умудрился вывернуть, очень неприятно, я бы так сказал, вывернулся сустав. Все нормально, к вечеру уже отпустило, но сам факт, если бы это было, наверное, на максимальных скоростях, я бы очень сильно кайфанул. В кавычках. Поэтому, если все-таки в перспективе вы планируете заниматься спортом более-менее серьезно, задумайтесь о том, чтобы приобрести хорошую обувь для прыжков и вообще занятий волейболом, баскетболом или чем вы занимаетесь. Я никого не заставляю, это, конечно, мое сугубо личное мнение. Следующими на тесте были гиперданки 2017 года. Не скажу, что результат шокирующий, он точно такой же, 330 сантиметров. Еще одно из таких наблюдений. Пока я переобувался с одних в другие кроссовки и перед прыжком хотя бы немножечко в них разбегивался, чтобы нога почувствовала кроссовок, скажу, что если мне завязать глаза и одеть все эти кроссовки, я смогу сказать, какие кроссовки у меня на ногах. Они очень сильно друг от друга отличаются, во-первых, по весу, во-вторых, то, как они сидят. Одни из самых комфортных это все-таки гиперданки 2017 года. Они намного приятнее на ноге сидят, чем 14, но насчет 14 могу сказать так. Я слишком много лет в них отзанимался, они уже имеют прям действительно форму моей ноги. То есть они сидят на мне удобно. Я думаю, через пару тренировок буквально здесь будет точно такое же ощущение, они точно так же под меня стопчутся. И все-таки система шнуровки, которая здесь сделана, она просто потрясающая. Я прям кайфую до сих пор с этого. Следующими кроссовками были Nike Shox. Когда я их первый раз купил и пришел с ребятами заниматься, у всех такая реакция была, что эти кроссовки сделаны на пружинах, и я буду прыгать сразу же плюс 10, плюс 15 сантиметров. Действительно, здесь в пятках стоят пружины, они имеют прикольную амортизацию, но эти кроссовки созданы только для бега. То есть все, что я пытался в них делать, они фактически не рассчитаны. То есть я в них занимаюсь всеми беговыми тренировками, и если надо дома я в них тоже занимаюсь как раз таки, работаю над скоростью и быстротой своих ног. На самом деле, пару лет назад я уже сравнивал эти кроссовки с гиперданками 2014 года, но делал это с разбега. На камеру я этого не снимал, мне просто было самому интересно, когда я купил данки, есть ли вообще большая разница в кроссовках. С места я чуть не догадался потестировать, но с разбега разница была порядка 10 сантиметров. Причина была в том, что в момент прыжка пружины здесь очень сильно сгибались и разгибались быстрее, чем я мог вытолкнуть себя от земли. И поэтому получалась такая амортизация в ноги, и я прыгал уже, так сказать, с прямых ног как будто бы. Получается, что данные кроссовки для прыжка не предназначены, но я думаю, их уже в магазинах и не найти, им уже довольно-таки много лет. Итак, перейдем к результатам. И результат этих кроссовок составил 329 сантиметров. Ну и последними в тесте были кроссовки, которые я только вчера получил. И это Air Jordan 2017 года Superfly версия Low. Данные кроссовки тестировались 8-ми, то есть это был 22-й, 23-й, 24-й прыжок. И на удивление, самый высокий результат я показал именно в этих кроссовках, при условии, что я одел их в первый раз. Итог:
332 сантиметра верхняя точка касания. В следующем видео я сделаю обзор на эти кроссовки. Сказать, что я удивлен, равноценно, что не сказать ничего. Кроссовки просто оказались потрясающими. У меня была, так сказать, маленькая мечта о том, чтобы протестировать именно низкие кроссовки. Очень многие из вас в комментариях писали, что если я возьму кроссовки пониже, возможно, я смогу увеличить высоту своего прыжка. И в принципе, наверное, я с вами сейчас соглашусь, потому что до этого у меня не было возможности протестировать действительно хорошие, низкие. Сейчас у меня такая возможность появилась, и по ощущениям это, наверное, действительно так. Не скажу, что прям значительный прирост, но свобода в ноге появляется, и это, может быть, сыграет там буквально пару сантиметров. Может быть, чуть больше. Спасибо магазину Funky Dunky за предоставленную возможность протестировать данные кроссовки. Ссылка на их магазин будет в описании к этому видео. Когда я с ними общался, я сказал, что мне желательно бы кроссовки получить те, в которых я действительно смогу хорошо прыгать. И мне посоветовали эти кроссовки. И честно скажу, ребята справились со своей задачей, они действительно посоветовали. Я до того, как их получил, сомневался, что они будут хотя бы приближены к моим гиперданкам 2017 года. А так вот навскидку, если мне сейчас дать между ними выбрать и дать, наверное, недельку в тех и в других позаниматься, возможно, даже выбор будет в сторону этой модели. Но так как гиперданки я уже купил, буду прыгать в гиперданках. Но на будущее задумаюсь о возможности приобретения данной модели. Ну и, собственно, подводя итог сегодняшнему видео, могу сказать, что плохому прыгуну всегда кроссовки будут мешать. Как вы поняли, в принципе, без разницы, в чем мы с вами прыгаем, главное то, как мы это делаем. Если у вас есть техника, есть умение, результат придет сам собой. Я единственное, наверное, не протестировал сапоги и валенки, но там надо понимать, что будет максимальный дискомфорт в голеностопе, то есть он не будет полноценно разгибаться, конечно, я проиграю. Но если говорить за любую обувь, то прыжок фактически не меняется. Если бы я сегодня прыгал на блок, или пытался сделать данк с места, то результат, я думаю, во всех кроссовках был бы одинаковый. Вся вот эта разница в сантиметр-два получилась только, наверное, из-за того, что, есть фактор небольшой усталости, но если брать в процентном соотношении, то я прыгал то 100, то 99, грубо говоря, сантиметров. И исходя из этого, погрешность всего в 1%, она фактически сводится на нет. Плюс разница еще в высоте прыжка была в подошве. То есть тапки были посередине, штангетки были хуже всех, но потому что у них просто не гнется подошва, но они тоже имеют довольно-таки высокую пятку. И все остальные кроссовки, которые были на уровне или выше, они имеют дополнительные там 1,5-2 сантиметра от земли. Поэтому на самом деле без разницы, в чем вы прыгаете, по крайней мере с места мы это выяснили, будет одинаковый результат. В плане комфорта, да, действительно разница большая. То есть половину из этих кроссовок я бы уже никогда не одевал для того, чтобы прыгать. Но вот данки, Джорданы, это прям вообще комфорт. И если честно, я даже готов продать свои асиксы. Они мне вот прям очень сильно разонравились после последних моих новых кроссовок, в которых я сейчас действительно попрыгал. Они для меня прям вот сильно тяжелые. Сегодня, особенно на тесте, я это заметил, потому что перед ними у меня были более легкие, и после них были более легкие кроссовки. И вот когда я был в сенсеях, это вообще прям... Я прям чувствовал, что у меня ноги-то к земле вообще прям привязаны. В результате у нас получился разброс всего в 4 сантиметра, 328 и 332. Фактически, наверное, это можно приравнять к нулю. И я не скажу, что как-то там сильно что-то где-то сказалось. То есть это усталость, вид кроссовок, подошва. На этом, собственно, и остановимся. Но все-таки у меня закрались сомнения по поводу, что с разбега, я думаю, будет разница. Но здесь и погрешность будет в самом прыжке. То есть мне, наверное, некоторое время сейчас надо самому восстановить свой прыжок. Потому что в прыжке с места, я уверен, уже на 1000000%. Я действительно могу очень много раз прыгать одинаково. В комментариях многие писали, что будет сказываться там адреналин, выработка, усталость. Но, ребят, я довольно-таки давно прыгаю, я прекрасно понимаю, что есть такие факторы. У меня довольно-таки комфортный перерыв между подходами, и фактически всегда я прыгаю одинаково. То есть после третьего редко бывает, что я могу выдать какой-то совершенно другой результат, чтобы там было плюс 5 или минус 5. Нет, погрешность у меня всегда в 2 сантиметра, плюс, минус. Ну, я, конечно, всегда прыгаю в одних и тех же кроссовках.
Но на тренировке, если я третьим прыжком показал результат максимально близкий к своему рекорду, я понимаю, что следующие две попытки могут быть либо +2, либо -2. Если я там за 5 попыток не могу его повторить, то значит сегодня не тот день. Если вам понравилось данное видео, не забывайте ставить большие пальцы вверх. Если данное видео соберет более 400 лайков, я все-таки заморочусь и еще раз повторно проведу такой же тест, только уже с разбега. Ну и как всегда, спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Подписывайтесь на мой инстаграм, вступайте в мою группу ВКонтакте. А с вами был я. Всем пока!